Так, замечательно. Так, процесс пошел. Так, где оно? Поделиться. Так, копировать ссылку. Так. Фух. Так, что это называется? Ага. Дышите глубже, проезжаем Сочи. Так, процесс пошел. Здравствуйте. Так. Всем здравствуйте. Так, ну что, живьем. Нормально все вроде нормально. Ладно, похоже на что-то. Так, дико извиняюсь за задержку, за позднее начало. Вот, ну, господа, извините, сегодня ко мне приходили одновременно, вот, все мои дети и внуки. Так что, блин, форс-мажор у меня. Вот, да, и форс-мажор одновременный, вот, и зажор в том числе. Вот, поэтому, так сказать, введу стрим из полевых условий. Вот. Так. Так. Ага. Уже кто-то, значит, поставил дизлайк. Господа, ну зачем, блин, приходить ко мне, чтобы ставить дизлайки? Неужели у вас настолько вот хреновая жизнь, что больше самовыразиться нечем, некак и негде больше? Блин, мне вас жаль, честно говоря, вот. Вот надо прийти, увидеть меня, поставить дизлайк и, видимо, успокоиться, да? После этого что, сон наступает лучше, что становится хорошо. Вот. Вот мне интересно просто всегда бывает, приходит вот каждый раз на каждом стриме там 1-2 дизлайка. Вот. Ну, собственно, зачем пришел-то? Это вот прийти в гости и, значит, начать гадить втихаря, да, в углу. Вот. Интернет дает такую возможность, значит, вот. Ай, господи, блин. Дизлайк ставят люди, которые палят кнопки в лифте, блин. Да, вполне себе возможно. Вполне себе возможно. Так, значит, всем вечер добрый. Вот. Соседи снизу, надеюсь, меня простят. Вот. Настасье, большой привет. И такие же извинения, собственно. Да. Так, ну, поехали. Про йод. Используют ли йод, организм йод из йодовых сеток? Значит, смотрите, господа. Нет. По большому счету, то, что организм из этого берет, это категорически, это ничтожно мало. Вот. А йод, на самом деле, он, сволочь, такой металл-то, испаряется слишком легко и быстро, понимаете? Он очень легко испаряется, в том числе с поверхности тела. И вот эти вот моменты проверяли, значит, как соотносится йодистая сетка с содержанием йода в организме. Никак, абсолютно. То есть на вот эту вот сетку, которую вы нарисовали где-то там на теле, на груди, на спине, на нее влияет туево куча факторов. Начиная от того, какая микрофлора у вас на поверхности живет, вот, насколько у вас вообще жирная или сухая кожа, какая у вас атмосфера, значит, в жилище, вот, сухо, влажно, температурный режим и так далее и тому подобное. Все. Тем более, если вы надели сверху одежду, значит, или тем более легли спать, там это все еще и стирается, кроме всего прочего. То есть, нет, организм там, ну, ни о чем, по большому счету, ни о чем. Вот.
Поэтому все-таки либо йодат калия, либо йодит калия вот, внутрь. Вот. Ну, либо йод с молоком, да, курсом. Так что там таким вот образом. Так, интересное сообщение. Не, надо поставить чат. Вот все сообщения, чтобы были видны. Так, чтобы были видны все сообщения. Да, семья это главное, ребятки. В нашем вот нынешнем мире, понимаете, раньше, когда партия была наш рулевой, вот, тогда семья играла очень большую роль. На втором месте стояло государство. И если не было поддержки семьи, была поддержка государства. Вот, по большому счету. Сейчас, если у тебя нет семьи, то ты вообще нахрен никому не нужен. К чертовой бабушке, блин. Ну, в смысле, как человек. Как рабсила, да, конечно, блин. Но если ты уже из себя и рабсилу не в состоянии представлять, вот, то, да, как это сейчас, значит, при звонке в пенсионный фонд тебе начинают рассказывать об чем? Об ритуальных услугах. Какая замечательная вещь. Пока вот эту хрень не прослушаешь, значит, до оператора не доберешься. Не, ну, это отношение государства к нам с вами. Все, я понимаю это таким образом. Если бы вы пришли ко мне вот так вот в гости, да, за советом, что-нибудь спросить, а я бы вам начал рассказывать про ритуальные услуги, вы бы что обо мне подумали? Вот, ну, примерно вот это вот все хозяйство именно так, собственно, и есть. Да. Вот. Вот, таким вот образом. И когда, значит, сажаешь своих в такси, отправляешь, вот. И тут же, значит, красивая молодая женщина говорит, значит, маленькой девочке: помаши деду ручкой. И ты понимаешь, что это, блин, адресовано тебе. Ёбарасы ты, блин. С одной стороны, какой дед вроде, да? А с другой, ну ёшкин кот, блин, я уже старый. Так, от йода чаи проходили, но я прям прижигал. Не, ребятки, это другое, понимаете? Это именно прижигать там и так далее. Вопрос-то был, берет или нет организм что-то вот для себя. Нет, практически не берет. Да, местное использование никто не отменял. Вот. И, собственно, все. Так, дальше. Так, дальше. Так, сахарный диабет, 33 года, перелом большой берцовой кости, не срастается. Но это проблемы с эндокринкой, да. Проблемы с эндокринкой у меня, в принципе, ну, есть на ютубе видео, как сращивать, ускоряем сращивание переломов, полная версия. Там в том числе я рассказываю, значит, какой йод, как его, значит, принимать, что надо делать, чтобы это срасталось. Вот. И да, кунжут здесь тоже с воблой никто не отменял. И это работает. Значит, ну, сахарный диабет надо лечить. Извините, ребята, да, но с одной стороны, а где моя Нобелевская премия? С другой стороны, почему, блин, мне до сих пор не стоит памятник, да, из чистого золота, вот, в мой полный рост? Потому что, еще раз, вопрос с сахарным диабетом решается. Вы поняли или нет? Вопрос с сахарным диабетом решаем. Вот. Если кто-то думает, что как-то это все хозяйство там очень сложно, блин, и чем-то таким супер-пупер, блин, лечится, блин. Да нет, ребят, там все достаточно просто. Я тоже объяснял, в общем-то.
Да, некоторые приходят, слушают. Ну, было бы так просто, значит, все бы так делали. Да, просто. Но вот сочетание вот этих факторов дает такой результат. Все. Так. Каенский перец как действует на давление, понижает или повышает? Значит, смотрите. Значит, как действует каенский перец? Во-первых, каенский перец сам по себе это всего лишь носитель капсаицина. Вот. Плюс определенный там аминокислотный состав, в общем-то. В результате получается у вас штука такая. Вот это все вместе, особенно в виде перцовой настойки, либо перцовый чай. Но перцовый чай при давлении действует чуть-чуть по-другому. Вот. Он, именно перцовая настойка, работает таким образом, что снимает спазм сосудов. Сосуды у вас вот спазмировали, да, они сжались. У вас просвет уменьшился, давление выросло. Гидравлическое давление выросло за счет того, что вы уменьшили сечение трубопровода. Все. Если вы увеличите больше нормы трубопровод, у вас давление в системе упадет. Просто-напросто. Понятно, да? Но когда вот так вот сосуды открыты тоже на максимум, это тоже спазм, понимаете? Не только когда сжаты, но и когда открыты полностью. Так вот, перцовая настойка этот самый спазм снимает. Было, соответственно, низкое давление, как у моего любимого администратора, изначально давление, значит, пониженное. Но перец его бодрит, соответственно. Вот. Все, если давление повышенное у кого-то, то, соответственно, оно падает. То есть идет возврат к норме. Понятно, да? Вот. Снимается спазм сосудов, система приводится в норму, и, в общем-то, все. Так. Перелом под самым чем? Расхождение 2 сантиметра. Не понял, под чем перелом. Так. Так, как длительно можно употреблять никотиновую кислоту в дозе 50 миллиграмм? Да хоть пожизненно. Хоть пожизненно. Дело в том, что, понимаете, некоторые описывают прием никотиновой кислоты до 100 таблеток за раз. До 100 таблеток за раз. Я не знаю. У меня от 15 таблеток от ушей прикуривать можно. Вот. Здесь 100 таблеток за раз. Но аккуратно, если есть проблемы с сосудами, то есть если сосуды хрупкие, если нехватка рутины, нехватка витамина С, вот, в этом случае надо быть достаточно аккуратным с никотиновой кислотой. Потому что она как раз дает вот это вот, в том числе спазм сосудов. Да. Так. Вредно ли проживать на высоких этажах? 11, 12. Не попадает ли с нижних этажей через вентиляцию всякая зараза? Нет, вентиляция просчитывается так, чтобы вытягивать вот это вот все наверх. Поэтому вот это вот оно не влияет. Значит, с другой стороны, есть волны Шумана, по-моему. Да, волны Шумана. Почитайте информацию по ним. Вот. Там получается наоборот, чем ближе к небу, тем лучше. Вот. Я сейчас живу на 13 этаже, при том, что выше меня только 14, выше 14 только Карлсон, который на крыше. И это самая высокая точка города. Ребят, ощущения обалденные, блин, красота. И вид из окна классный, и воздух чистый, даже жарким летом. Вот, и мух нету с комарами. Да.
Не, ну а если что-то соседи готовят, то да, я это иногда чувствую. Вот. Но тут другая проблема. Так, дальше. Я прочитал про метронидозол, там побочек куча, страшно его принимать. Ой, знаете, жизнь это вообще такая болезнь, заразная, смертельно опасная, передается половым путем. От нее умирают гарантированно. Вот. Вот эта куча побочных явлений, она всего-навсего описывается как именно, да, вот такие побочные ощущения. И ощущения там, да, феерические. Зато результат того стоит. Да. Так, значит, если будет передозировка, ну, во-первых, надо считать, чтобы не было передозировки. То есть надо проходить детоксикацию, дегельминтизацию. Без вот этого вот вы не сможете принимать даже в тех дозировках, которые будут рассчитаны по вашему весу. На 5-й день это проверено уже экспериментально не одним, так сказать, самонадеянным человеком. Вот. Ну и очень желательно иметь под рукой 157 ферран. Хотя бы 157 ферран, который очень хорошо снимает интоксикацию. Все. Вот. Поэтому если заниматься именно противопаразитарной терапией, то там да, 157 ферран. И опять же, рассчитывать вот это вот все хозяйство по массе тела раз, по лунному циклу 2, да, и не давать возможности трихомонаде привыкать. Вот. И так далее. Так, дальше. В одном из видео вы говорите, что когда вирус попадает в организм, температура снижается. Нет, нет, не так, не так, не так, не так, не так, не так. Смотрите, дело в том, что вирус имеет липидную оболочку. Вот. Для того, чтобы сбросить эту оболочку, ему ее надо, как сказать, она, в общем, плавится при обычной температуре тела. Чтобы не дать вирусу эту оболочку расплавить, банально, организм зачастую сбрасывает температуру и держит ее ниже определенной нормы. Вот. Все. Чтобы не дать вирусу, потому что вирус не может проникнуть в клетку, пока не сбросит оболочку. Значит, в оболочке он, как сказать, неуязвим для лейкоцитов, фактически. Ну, то есть, по их понятиям, он представляет из себя там кусочек, капельку жира. И все. Именно поэтому всякие вот эти вот омега-3, омега-6 и чесночный аналог омеги-3, вот, эффективны против вируса. Почему? Они разрушают оболочку вируса, и вирус становится уязвим перед лейкоцитом. Понятно, да? Вот. Вирусу важно что? Это у нас просто обломок, обрывок ДНК, это у нас не живой организм. Вот. Поэтому ему, важно найти место, куда можно встроиться, то есть там, где поврежденная ДНК у клетки, вот, там, где нехватка, значит, вот этих вот аминокислот. Кто бы мне что не верещал, что сейчас это называется, по-разному, вот эти вот аминокислоты, 4 штуки, из которых ДНК состоит, они теперь называются по-разному, это не очень. Когда я все это хозяйство учил подробно, это все называлось аминокислотами, Так я это и называю. Понимаете? Вот. Когда меня учили некоторым терминам, вот, в том числе названий, значит, там, частей человеческого тела, Ну, я все это дело выучил, запомнил и применяю. Если мне сейчас будут все это дело рассказывать на греческом или латыни, я буду переводить все равно на русский. Вот.
и так далее. Так, и получается таким образом, когда он нашел вот это вот все хозяйство, соответственно, вот он притягивается туда, понимаете, там работает физика. Потому что биологическая жизнь – это химические реакции в присутствии слабых, значит, электрических и электромагнитных полей. Поэтому вот эта вот сволочь туда притягивается. Просто начинает тереться там, рядышком, пока у него оболочка не развалится, не расплавится. Тогда он, соответственно, когда оболочка, значит, у него растворилась, он выпал наружу, и он имеет возможность кратчайшим путем попасть в клетку, значит, внедриться, и клетка начинает, грубо говоря, тиражировать вирус. Вместо того, чтобы заниматься собой, вот, размножаться собой и так далее. Вот. Грубо говоря, это в большинстве случаев именно такой механизм. Но вирусы бывают разные. Вот, там тот же самый гепатит, это чуть-чуть по-другому. Соответственно, значит, оспа это опять же чуть-чуть по-другому. Вот. И там вот эти вот вирусы, они все вирусы, идут вирусы, тут вирус. Но это, блин, как говорить про приматов, понимаете? Вот. У нас вот это вот мартышка, блин, даже не мартышка, а вот это вот у сказочного Аладдина-то на плече, блин, сидит. Понимаете? Это примат, примат. Горилла примат, примат. Человек примат, примат. И здесь тоже вирусы. Ага, все. Вот, разница есть. То есть, вот таким вот образом там происходит. Понятно, да? Чтобы, соответственно, не дать вирусу, блин, организм снижает температуру, когда распознает все это хозяйство. Вот, и все. Кислое. Фрукты, ягоды, хоть и кислые, разве не щелочные? Хочется, извините, опять материться. Вернее, даже не ругаться, а просто разговаривать на русском языке. Потому что вот эта вот дурь, вот этими вот балбесами, которые придумали защелачивание организма, закисление организма, они, блин, столько кривых мозгов понаделали, столько, блин, чуши привнесли. Понимаете, если вот это вот оно кислое, значит оно кислое. Вот есть у нас кислый лимон, на вкус он кислый, он содержит лимонную кислоту. При этом он нормализует кислотный состав желудка, он так действует на желудок. Но, например, если вы возьмете майонез, который сделан на уксусе, то даже не столь кислый на вкус, он вас все равно закисляет. Понимаете? Лимонную кислоту содержит очень много фруктов. Если вы будете есть горстями клюкву, в большинстве случаев через некоторое время у вас взвоют почки, потому что вы закислились. Именно кровь закислили. А почки именно так реагируют на резкое изменение кислотного баланса. Здесь вообще по-другому надо смотреть. Вот на вот это вот все. Вообще с другой позиции. Вот в чем дело так. Понимаете? Вот. Если у вас вирус, вам фрукты, ягоды, это чего, зачем? Вам чеснок нужен, лук нужен. Вот. Да. Рыбий жир нужен. Так. Щелочные, блин. Опять же, есть там тоже вот такое понятие относительное. Вот как это сказать-то русским языком. Понимаете, есть натрий, калий, да, щелочные, чисто щелочные элементы, абсолютно щелочные металлы. Есть, например, именно кислоты, да, с большим содержанием кислорода. То есть, что у нас вообще самое
кислая, абсолютно кислая. Это у нас вообще кислород. Самая кислая, да, вот в противовес вот этому калию натрию. Вот. Кислоты почему кислые? Потому что они кислорода много содержат. Вот, например, да. Ну, это у вас одно понятие. При этом, значит, организм у нас, грубо говоря, границы, значит, кислотности нашего организма pH 7,2, 7,4. Ну, там тоньше я сейчас грубо называю. Вот. Но при этом это у нас считается чего? Как это считать? Вообще, кислое, щелочное? Блин, как это определять? На вкус? Лакмусовой бумажкой? Опять, вот pH 5, это уже кислая среда, да? Это уже в сторону закисления. А выше это защелачивание. Понимаете? У нас есть абсолютно щелочная среда, абсолютно кислая среда и градиент между ними. И когда мы смещаемся от какой-то нормы в какую-то сторону, мы где находимся? Кислое это у нас или щелочное, блин? Все. Вот так надо смотреть-то. Так. Поэтому здесь получается 3 уровня относительности. Вот. Вот этот вот pH относительно натрия, блин, и кислот, да, органических, неорганических. Потом, значит, уровень кислотности относительно нормы pH, содержание их, значит, в фруктах. И, соответственно, влияние вот этих самых фруктов на организм. Блин, ну... Так. Здравствуйте, здравствуйте. После ОРЗ больше месяца не проходит сухой кашель, часто в основном во время разговора. Воды мало. Обезвоживание. Пейте воду горячую. Так, что порекомендуете при холестерине 7,5? Понимаете, вот тоже, вот это вот данные анализа вот этого вот холестерина в крови, они по большому счету на тему того, стоимость селенита на Марсе. Понимаете? Вот они вот к этому близки. Вот эти вот показатели. Потому что холестерин какой? Холестерин это точно так же, как лецитин. Вот лецитин это общее название фосфолипидов. Их потому что много разных. Понимаете? В холестерин, соответственно, входит липидопротеины низкой плотности, высокой плотности, очень низкой плотности. И вот это надо смотреть. Понимаете? Это потому что совершенно разные вещества разного происхождения. Для начала. Дальше. У нас, например, растет холестерин. Ну, мы вообще без него жить не можем. Без холестерина нельзя построить клеточную мембрану. Вот. Например. Да, для начала. Но, например, когда вы начинаете много есть чеснока, какие-то отложения в сосудах, например, липидопротеины очень низкой плотности, которые на самом деле дерьмо трихомонады, это все начинает растворяться. А если оно там растворяется, то оно куда попадает? Сюда же, в кровь. Что у нас происходит с анализами? Растет холестерин? Растет холестерин. Вот, понимаете? И чем больше получается вы едите, например, чеснока или употребляете дольше чесночную настойку, тем получается у вас больше холестерина,
до какого-то момента он растет, потом, значит, держится, потом начинает падать, потому что произошло? Потому что вы вымыли сосуды, промыли. Но венозная система промывается очень долго, потому что она точно так же долго, качественно загаживается. Вот. Это не артериальная система, которую промыть, как 2 байта переслать. Это у нас все-таки венозная система, которая не имеет ни толкового давления. Вот. И туда все попадает через, через посредников, через клетку. Понимаете, уже все отработанное, переработанное, там отходы туда в основном все попадают. А анализ у вас-то берут ведь чего? Кровь венозную. Правильно? Правильно. В лучшем случае из пальчика. Вот. Там какая будет? Смешанная, капиллярная. Чуть-чуть артериальная, чуть-чуть венозная. Вот. Все. Ну, и на что смотреть-то? То есть, опять же, вот это вот холестерин 7,5. И это надо смотреть в связке с чем, исходя из каких событий. Что было до, а что было до того, как было до. И так далее. Это надо смотреть, ребят. Так. Да. Такие люди в Голливуде, сплошные звезды, а не люди. Я тут уже себе, да, памятник хочу поставить нерукотворный. Так. По какой причине лимфоузлы под мышкой после воспаления выделяют жидкость, перемещаются после спада воспаления, обрабатываю гидрокортизоном наружу? Спасибо. Куда жидкость-то выделяется? Наружу, что ли? Я не совсем понимаю. Куда они перемещаются? Ну, то, что они подвижные, они могут быть несколько подвижными, да. Это нормально. Куда они жидкость выделяют? Если это уже хозяйство просачивается наружу, то, я не знаю, надо смотреть, но это очень может походить на онкологию. Ребят, либо точнее описываете, либо еще как-то. Еще лучше на консультацию. Информации очень мало. Так. Про быстрое, но не глубокое мышление, медленное, обстоятельное. Интересно узнать. Возможно это скорректировать. Быстрое углубить, медленное ускорить. Понимаете, вот это вот можно сделать, да. Это сделать можно только в том случае, если человек хочет. В первую очередь. Только таким образом. По большому счету все. Человек должен работать сам с собой. Сам над собой. Если это ребенок, там сделать что-то очень сложно, пока он сам не осознает. Вот. И так далее. Тем более ноотропы там применить ребенку категорически нежелательно, не рекомендую. Мозг должен сформироваться сам. Потом можно будет ноотропы использовать ему, если он захочет. Вот. Понимаете, это, как сказать, у нас есть, да, быстрое поверхностное мышление, и это большая, основная масса людей. У нас есть вот такое вот глубокое обстоятельное мышление, ну, соответственно, там обрабатывается очень много цепочек, вот, поэтому оно медленное, да, но поэтому там и результат соответствующий. И эти люди у нас так и называются аналитики, если такому человеку везет попасть аналитиком именно куда-то, вот, он там и работает, и эти люди очень ценные, вот, и их немного. А когда человек имеет, соответственно, и быстрое мышление, и глубокое мышление, этот человек обычно называется гением. Вот. И вот эта гениальность, она проявляется, соответственно, когда в детстве и потом пропадает после того, как начинается пубертатный период. Вот. Либо она, соответственно, развивается потом. И такое тоже. Бывает легко, непринужденно. Вот, все. А так это сам. Но теоретически, да, это можно. Так.
Сколько миллилитров можно принимать настойки? Можно делать спиртовую настойку сушеного перца. Спиртовую настойку сушеного перца можно делать, я именно так и делаю. Сколько миллилитров какой настойки? Перцовой настойки. Если перцовой, в зависимости от состояния, соответственно, в принципе, даже при серьезном сердечном приступе достаточно 2 миллилитров за раз. Вот. Там скорее требуется не то, что, сколько максимум, там требуется скорее там по 1-1,5 миллилитра, но несколько раз, там каждые условно 5 минут, например. Таким вот образом. То есть это лучше вот длительно, чтобы было длительное воздействие. Вот. Так, если подозрение на грибок, можно ли закапывать в ухо луковый сок? Грибок-то что, в ухе, что ли? Так, смотрите, не надо, издеваться над организмом. Закапать-то, конечно, вы можете в ухо луковый сок. Но это, на мой взгляд, все-таки извращение. Вот. Можно пить чистый спирт, но зачем? Берете, просто-напросто вырезаете из луковицы, репчатого лука, кубик небольшой. Оборачиваете марлечкой, бинтиком в один слой или ваткой, тонкий слой. Обжимаете пальцами для того, чтобы придать форму, размер и выдавить слегка сок. После чего вставляете в ухо. Плотно, качественно запихиваете. Вот. Как только луковый сок всосется в окружающие ткани, лук этот усохнет, и вот это хозяйство само выпадет обратно. Понятно, да? После чего процедуру можно повторить. В этом случае вы точно не допустите ожога барабанной перепонки, например. Понимаете? Вот. Потому что, знаю я тут, рецепты, некоторые луковый сок в нос себе закапывают. Я пробовал. Ощущение такое, как будто тебе раскаленным металлом, прям в мозг, выстрелили. Зачем извращаться, если можно просто сделать все то же самое, но вот обмотал, вставил, и оно там всасывается потихоньку, ну. Так. Чего деструкция стекловидного тела в глазах? Врачи не знают. Скорее всего, да. Скорее всего, вы правы. Вот. Соответственно, значит, опять же, перец внутрь, да. Раз. Второе. Отвар маклеи свежий. Крепкий отвар маклеи. Закапывать в глаза, промывать глаза. Делать примочки, значит, на глаза поверх век, чтобы захватывать нижнее и верхнее веко. Вот, и так далее. Можно то же самое комбинировать, например, с водным настоем паприки. Не острого перца, а паприки. Понятно, да? От острого перца вам будет очень весело. Вот. Для начала. Да. Как вы считаете, полезны кисломолочные продукты, почему при частой еде творога тянет мышцы ног? Так, мышцы ног тянет, например, при нехватке кальция, раз, при нехватке магния, два. Кальций, зараза такая, он всегда конкурирует с другими металлами, с железом в первую очередь, со всеми остальными так, сам по себе. Так, полезные кисломолочные продукты, в принципе, только с точки зрения получения молочного белка, причем уже ферментизированного. Вот, все.
не знаю, я кефир не люблю. Творог, ну так, с зеленью, чесноком соленый, подсоленный, нормально. Соответственно, да. А за хорошие мацони, например, денег не жалко. Понимаете? Потому что мацони это не кефир. Что организму надо? Не знаю. Так, нарушается ли водно-калиевый и солевой баланс при питье большого количества воды? Дело в том, что когда вы начинаете пить много воды, то, понимаете, вот что значит большое количество воды? Большое это сколько? Большое это когда как минимум значительно больше той нормы, которая должна быть. Ваша норма это в среднем 5% от собственного веса воды в сутки. Понимаете? Это ваша норма. Вы столько выпиваете? Нет. Даже с чаями, с супами, блин, и прочими жидкостями, которые в том числе и спирт, вы столько не выпиваете, понимаете? Все, делайте вывод. Вы практически ничего не теряете, когда начинаете пить. Наоборот, когда человек начинает пить, у него зачастую проходят некоторые проблемы с сердцем, с почками и так далее. По одной простой причине. У него вот этот вот электролит, который кровь. Еще раз, блин. Один придурок мне тут в комментариях, значит, написал, типа, не пари чушь, блин, где ты нашел электролит в крови. Еще раз, малолетним дебилам повторяю. Наша кровь является электролитом. Только в этом случае в ней возможно существование эритроцитов, несущих электрический заряд. Понимаете? Все. Собственно. Вот. Автомобилисты со стажем знают, когда приводишь плотность электролита в аккумуляторе в норму, тогда аккумулятор заряд держит долго и в состоянии взять полный заряд. Когда плотность электролита либо выше нормы, либо ниже нормы, аккумулятор разряжается быстро и не в состоянии, значит, набирать полный заряд. Понимаете? Все. Поэтому у вас самочувствие будет плохо, что так, что это. Но переборщить с водой, это, блин, надо очень постараться. Опять, вы же кушаете каждый день. Днем. Так что, блин, таких вещей еще я ни разу не отмечал. Ну, 2 раза было, когда люди обращались, да, водой траванулись. Вот. Но там уж, да. Так. Вареный чеснок эффективен для поднятия иммунитета, борьба с вирусами ОРЗ. Так, когда съем даже кусочек, сразу болит голова, горит лицо, состояние гриппозное, чихаю, повышение иммунитета и токсины от мертвых бацилл. Так. Что, аллергия на чеснок, что ли? Вы попробуйте его поесть побольше и подольше. Есть вариант, что вот это вот хозяйство переболеете и пройдет. Если, конечно, состояние будет ухудшаться очень сильно, там до критического, то да, тогда, конечно, не стоит. Тогда, конечно, не стоит продолжать. Вот. Вареный чеснок с вирусами не особо. Какая бактерия, паразит, вырабатывает молочную кислоту в кишечнике? Трихомонада. Так, приветствую, да, вам тоже здрасте.
Так, надеялась, что после недельного приема метронидозола снизятся показатели крови, но тромбоциты поднялись, лимфоциты поднялись, соя, значит, поднялось. Что ж теперь делать-то? Ну, так дело-то в том, что метронидозол-то надо есть не неделю. Полноценный-то курс приема метронидозола, извините, 5 недель. Да. Вот. А теперь, значит, смотрите. Теперь смотрите, тромбоциты поднялись. Почему? Потому что это у нас на самом деле не белковая оболочка трихомонады. То есть дохнет таки, да? Лимфоциты поднялись. Почему? Потому что, значит, трихомонада начала переходить из в это самое жгутиковой формы в цистоподобную. Прятаться начала. Понимаете? Вот. Соя поднялось. Ну, у организма высвободились силы. Воспалительный процесс, который является, как сказать, воспалительный процесс — это же у нас результат действия работы организма, а не сам по себе. Ну, все, восстановительные работы там, интенсивность боевых действий на фронте резко выросла. То есть у вас все хорошо, собственно, у вас все хорошо, да, вот. Так, дальше. Василий Андреевич, пока нет возможности купить курс по дегельминтизации. Перемолола травы, полынь с пижмой. 1 к 4 принимаю по столовой ложке на ночь. Не маловато дозировка, благодарю. Но вообще там надо по столовой ложке и того, и другого. И желательно не на ночь. Зачем на ночь-то? Вот. С утра. Вот, до еды, вот это более-менее куда-то еще пойдет, да. И гвоздику жевать весь день. Все, как-то так. Так, что у нас дальше? Какой продукт жизнедеятельности в организме производит трихомонады? Много ничего им производят. Например, гиалуронидазу. Раз. Молочную кислоту. 2. Вот. Вам гиалуронидазы мало? Вот эта сволочь выделяет в ее. И вот это вот облако, видели, как кальмар, значит, выделяет чернильное облако или осьминог. Вот для того, чтобы чего? Сбить с толку там и так далее, замаскироваться. Здесь все то же самое. Она выделяет, это крупный паразит. Вот, она выделяет вот это вот облако, которое в состоянии, пока рассосется, расплавить сразу несколько лейкоцитов. Понимаете, после чего что уходит? Ну, мало что ли? Вот. Так, вопрос такой, как свои знания будете передавать, так как знаете много? Ну, вопрос первый, кому? Дети пока, ну, старшая выросла, она другими вещами занимается. Вот, она пока внуков не рожает. Вот. Младшие еще маленькие. Поэтому, вопрос, кому все это хозяйство пока передавать, по большому счету там, собственно. Если сподоблюсь, книжку напишу. Но так как я человек ленивый, то, наверное, не сподоблюсь.
Вот. Если проживу долго, может быть, пересилю лень. Если не проживу долго, значит, я не так много знал, как надо было. Да. Так, нет, препарат такой я на основе редкоземельных металлов не знаю. Не знаю. Так, да, добрый вечер. Интересно ваше мнение о выращивании лука, чеснока, зелени на вертикальной аэропонной установке в квартире. Ну и в целом, как вам технология аэропоники? Господи, да выращивайте вы как хотите, блин. Проблема-то в чем? Хоть на подоконнике в этом, в лотке в корыте, хоть там, я не знаю, мешок подвешиваете, дырки делаете, блин, ну, мешок с грунтом, делаете дырки, туда все это дело втыкаете, оно у вас растет, колосится. Вот. Единственное, что разница между продуктами, выращенными на гидропонике, и продуктами, выращенными в грунте, все-таки, какой бы он ни был, но грунт все-таки присутствует. Причем выражается даже не в наличии там какого-то микроэлементного состава, вот, а выражается это все хозяйство в первую очередь в общем, организму не только микроэлементы нужны. Точно так же, как человеку требуется не только какая-то еда, да, для того, чтобы нормально жить. Ему требуется определенная среда, определенная психологическая атмосфера, вот, какое-то, значит, какая-то социальная деятельность, какое-то общение, вот, понимаете, и вот это вот уже, это другие у нас моменты-то. Здесь примерно то же самое получается с растениями. Вот, так, да. Так, много чеснока это сколько? Понимаете, чеснока вообще вот много сильно-то не бывает. Это просто продукт. В некоторых случаях, когда от человека пахнет чесноком, даже от кожи пахнет чесноком, это нормально. Вот. Здесь все строго индивидуально ведь. Так-то. Кому, чего, куда, сколько. Вот. Организм определяет. Кому тарелка борща, кому 2 тарелки борща. Понимаете? Так, да, добрый вечер. Имеет ли значение, какой лецитин, подсолнечное или соевый употреблять? По большому счету значения не имеет. Но как-то вот соевый одно время все-таки он шел чище. Вот. На Украине ребята, блин, грозились что-то мне прислать. То, что они делают из подсолнечника. Вот. Но, блин, так и не сподобились. Вот. Хотя я им сказал, блин, пришлете, нормальный будет. Вот. Гранулированный, съедобный. Ну, значит, да. Рекламирую вас, чтобы люди знали. Вот. Но что-то как-то где-то заглохли. А так основная проблема была нашего производителя лецитина в том, что лецитин получался достаточно грязный. Слишком много примесей там было. Так, можно ли употреблять дистиллированную воду вместо фильтрованной кипяченой? Можно. Можно. Вопрос, сможете ли. Так, а так можно, да. Так, когда ем репчатый лук, с носа прям заметно течет. Аллергия или гельминтоз? Скорее обновление слизистой. Просто-напросто. Вот.
Так. Денег, если на Ферран 157 нет, какие можно средства попроще с финансовой точки зрения? Тиосульфат натрия с физраствором внутриартериально, например. И много воды. Вот. И прогулка. Интенсивно гулять на свежем воздухе. Вот. Самый дешевый способ лечиться – это вообще голодание. Даже жрать ничего не надо. Соответственно, тратиться на это. Вообще изумительно получается. Кстати говоря. Вот. А так, еще раз. Оно, конечно, понимаете, вся информация на тему, как рассчитывать правильно метронидозол по весу, она в сети есть. Правда, не вся информация там верная, но, блин, тут уж извините. Да. Так. Так, впереди новогодние праздники, в связи с чем трудно выдержать диету и курс чистки. Можно ли начинать курс после праздников? Можно начинать курс праздников. Я не понял, а чем новогодние-то праздники, блин, мешают? Собственно, единственное, что, скажем так, молочка минус, да, сахар минус. В чем проблема? Если, блин, без сахара вам совсем, никак не обойтись, в таком случае запивайте торт перцовым чаем. Блин, всегда же можно выкрутиться. Это же кулинария все-таки, не ядерная физика, ребят. Так. Друг позвонил, сказал, онемела левая рука, в груди стала жечь, обильный пот, тяжело дышать, вызвал скорую, открыл им дверь, скорая пока помогала, он умер. Очень похоже на инфаркт. Очень похоже на инфаркт. Вот. Почему умрут 40-летние? Вот, ребят, я вам такое вот скажу. Значит, в 95-м году, 26 ноября, вот, я позвонил другу, поздравил с днем рождения. У меня не получилось, значит, с ним быть, потому что у меня перед этим как раз дочка родилась. Соответственно, я был с женой, ее только-только выписали с роддома, я забрал там туда-сюда, был с ней. Вот. Я ему позвонил, поздравил с днем рождения. Вот. Объяснил ситуацию. Сколько? Ему исполнилось 21 год. Исполнился 21 год. Сказал, что, значит, завтра, еще раз созвонимся там и встретимся потом. Вот. А когда я завтра позвонил, мне сказали, что он умер. Он умер в свой день рождения. 21 год ему исполнился. Домой пришел, сказал, что что-то воздуха не хватает. Пришел к себе в комнату. Мать за ним следом пришла, а он там лежит. Они с отцом производили реанимационные мероприятия, блин. Пока скорая не приехала. А когда скорая приехала, блин, 40 минут они ехали, мать их за ногу. Они сказали, а зачем вы нас вызвали, он же умер. Вот. Да, мне бы такие нервы, как у его отца. Я бы, наверное, там всю бригаду рядом бы уложил. И тоже бы потом сказал, так они же умерли. Сами, да. Я их так слегка похлопал по щекам, в чувство приводил. Угу.
Вот. Понимаете? Почему мрут 20-летние? Потому что потом сказали, сердце остановилось. Здесь инфаркт. Мой одноклассник от инсульта умер. Вот так вот, ребятки. Потому что календарный возраст это одно, а бывает еще возраст биологический. Вот. Сейчас я знаю, как бодаться, решать ту проблему, которая была у моего друга тогда. Вот. Но тогда я этого не знал. Да. Жизнь, она такая штука, от нее умирают. Если бы у него была перцовая настойка под рукой, как раз таки, или ферран, то он бы дожил. Да, он бы дожил. И пережил, и выжил бы, и так далее. Ну или хотя бы, блин, полстакана коньяка, блин. В крайнем случае, если уж перцовой нет. Так, наблюдала такую закономерность. После уколов ботокса у знакомых падает зрение. Ух ты. Интересно, тиосульфат нейтрализует последствия уколов? Зрение может восстановиться? Благодарю. Интересная штука. Очень интересная штука. Есть у меня знакомый косметолог. Вот. Ничего им про это не говорили. Совершенно. Даже не знаю, что сказать. Надо, блин, составом поинтересоваться этого ботокса. И как стоят. Так. Очень часто ставят неправильно. Вот. И, так сказать, используются левые препараты, что называется. То есть что-то может идти, блин, в составе. Но во всяком случае попробовать тиосульфат, ну, не помешает. И это недорого. Так. Чеснок в супермаркетах отрава. Я предпочитаю с заводов закупаться. Редко в супермаркетах информации нет, только бизнес. Вы того чеснока используете на самом деле-то? Чеснок у нас, ну да, в первую очередь весь китайский идет. Если этот чеснок китайский выращивается на своей территории, то как бы там вопросов нет. Если они выращивают на нашей территории, то это да, жопа полная. Вот. Потому что для себя они не используют ту химию, которую используют у нас. Свою почву они берегут. Да. Так, возможно ли передозировка при жевании гвоздики? Блин, на работе между делом в течение дня жую уже больше года. Может ли быть передозировка, например, опять же, при использовании того же борща или, блин, поедания. Ну ладно, про сгущенку не будем. Вот. Про водку тоже не будем. Ну, хотя бы про борщ или тушеную капусту. Может быть передозировка? Нет? Понимаете, вы скорее обошаретесь, вас от этого воротить будет, вот, когда переедите. Здесь все то же самое, это же продукт питания. Так, можно ли курить во время курсов дегельминтизации и так далее? можно. Единственное, что это надо делать очень аккуратно, когда принимаете никотиновую кислоту. Да. Оголились шейки зубов, десна опустилась. Подскажите, почему, что делать? Почему опустилась десна? Не знаю. Усыхать начинаете, что ли? Вот. С другими-то размерами как? Это раз. Второе. Значит, как-то товарищ мне тут один писал в комментариях в Ютубе.
на тему восстановления зубов. То есть, как он делал. Брал кунжут, тщательно его пережевывал, либо, значит, брал уже молотый кунжут, опять же, точно так же тщательно его там во рту перемалывал зубами, и делал это очень долго, не проглатывая слюну. Вот. В результате, говорит, начали, да, трещины затягиваться. Кальций же, ребятки, кальций же. Вот. Плюс, да, бульоны на костях говяжьих. Крепкие бульоны на говяжьих костях. Тоже помогает, способствует. Так что попробуйте для начала. Вот. Удалить-то всегда успеете. Вот. Да, потом будете шпртежем. Угу. Веселиться. Вот. Так. Так, ага. Как сделать спиртовую настойку перца? У меня на сайте все описано. На сайте все описано. Так, какие причины мигрений? Так, что здесь? Так. Угу. Угу. Админ тут ругается на меня. Так. Еще раз, причины мигрени, как с ней бороться? Надо смотреть. Еще раз, понимаете, голова болеть не может, голова это кость, вот, раз. Второе, мозг болеть не может, на мозге можно проводить операцию без наркоза, что обычно и делают. Когда в основном делают, значит, операцию на мозге, пациент в сознании, вот, с ним разговаривают. Потому что мозг не имеет болевых нервных окончаний. Именно. Поэтому болит голова в первую очередь. Это когда сосуды играют. Спазмы сосудов. В первую очередь. Все. Со всеми отсюда вытекающими последствиями. Поэтому надо смотреть, что делали, как делали. Вот. И так далее. Поработать можно, но сложно делать аборт по телефону. Понимаете? Надо смотреть, что у вас, какие подробности-то там. Вот с этим всем хозяйством. Что у меня, монитор бликует? Блин, может яркость уменьшить? Во, так лучше стало? Так морда темная, да? Зато в очках. Ну ладно, давайте так попробуем. В конце концов, нечем меня разглядывать. Вот, меня надо слушать. Так, какое ваше мнение о коэнзим Q10? Штука хорошая. Единственное, к нему, естественно, надо, соответственно, усиленное питание, в том числе микроэлементами, вот, и витаминами. Потому что все-таки, да, он ускоряет процессы в организме, усиливает их и так далее. Так. Видно, хреново стало. Так. По столовой ложке полыни пижму с горкой. Да как зачерпнете, опять же, это кулинария, в конце концов. Чем больше, тем лучше. Но без фанатизма. Так, да. Здравствуйте. Так, как избавиться
от аллергии на полевого клеща. Для начала избавиться от полевого клеща. Раз. Второе. Да. Есть перец. Вот. Моему администратору, например, вообще с чего все это дело у нас с ним началось, посоветовали аж квартиру сменить. Да. Потому что, видите ли, в старой квартире у него там, блин, вот этот клещ теперь везде, там пыль везде, и т.д. и т.п. Вот надо сменить квартиру, вещи, видимо, тоже все надо сменить ему. Вот, и так далее. В результате он решил сменить врача, вот, грубо говоря. Ест перец. Перестал страдать от аллергии на пыль. Так, зрение после ботокса не сразу, месяцы спустя падает. И именно когда уколы ставят на межбровье, поэтому многие даже не связывают эти события. О как! Интересно. О, как интересно. Межброви. Ребят, это ж третий глаз здесь. Это ж чакра, блин, мощнейшая. Здесь. Делали даже в свое время как-то давным-давно, когда я еще ничем вот этим всем не занимался, столкнулся с какой-то тетенькой, она работала с маятником и решила что-то у меня проверить. Вот, эти маятники, чакры решила у меня проверить. Ну, я так, ну ладно, пусть делает, что хочет, блин. Главное, чтобы не ставила уколы, не брала много денег за это. Все, говорит, глаза закрой, расслабься, значит, там маятник. И, блин, вот я этим местом чувствовал, когда маятник приближался. Понимаете? Я начал, блин, рукой показывать, как маятник вот ходит, банально, закрытыми глазами. Вот. Она сказала, что, ну, да, это нормально. Практически все. Ну, очень редко кто не чувствует вот так вот. Вот. А так очень многие это чувствуют, потому что эта чакра очень чувствительна. Это третий глаз, блин. Понимаете? Вот здесь, вот. И так далее, блин. Да. Сюда ничего совать, блин, делать не надо. В некоторых религиях что-то здесь в это место, блин, прокалывали. Вот. Для того, чтобы у человека третий глаз не работал. Так. При позвоночных грыжах купаться в ледяной воде пойдет на пользу? Нет. Какие-нибудь физические упражнения нужны? Нет. Трихомоноз лечить надо. В первую очередь. Потом, глядишь, и грыжи пройдут. Без вариантов. Так. Причиной пародонтоза могут быть токсоплазма и хламидия. Еще раз, хламидия сама по себе не живет. Хламидия живет только при поддержке трихомонады. Все, без вариантов. Без вариантов. Общался я со стоматологами. Вот. Интересные ребята из Армении. Да, пробовали они то, что я им говорил. Результаты хорошие, да. То есть, да, трихомонада там присутствует, в десневых карманах присутствует именно трихомонада. Вот. Поэтому еще раз. Трихомоноз. Все, без вариантов. Так. Если у него от этого шейки зубов оголялись. Зубы выпадать-то это могут, да, но это другое чуть-чуть. Ну, блин.
Либо десна все-таки опустилась, либо зубы полезли вверх. Это разные вещи. Так, синдром Рейно, холодные синие руки. Тоже спазмы сосудов. Хочу зарегистрироваться на вашем сайте. Регистрируйтесь, да. Суть в другом, что холодные синие руки. Обычно вот эта повышенная мерзлявость всегда связана с низким количеством воды в организме, раз, с низкой энергетикой, два. Если с психологической атмосферой более-менее нормально, но при этом мерзлявость есть, воды не хватает однозначно. Вот. Или может еще не хватать животных жиров, потому что все-таки нам нужны жиры для получения глицерина. Вот. Как-то так. Еще раз. Когда энергетика у человека достаточно сильная, у него руки всегда теплые, а то и горячие. Понимаете? Когда человек боится, заметьте, у него руки всегда холодные. Почему? Энергетика упала. Ну. Здесь просто до уже вот клинических вещей все это дело дошло. Так. После 40 зубы начинают выпадать, разваливаться, связано еще ли это, кроме паразитов, инфекций, замедления, восстановления клеток организма, то бишь замены старых клеток на новые. Да, да, я это уже рассказывал в видео, что да, вот в том числе по психологии я рассказывал как раз этот момент. После 40, особенно у мужчин, все, вот, понимаете, вышел на горизонт практически, да, вот это вот, и после там определенного возраста вообще к старости пошло. Вот. То есть, что такое молодость? Когда образование новых клеток происходит быстрее, чем старение клеток. Вот. Зрелость это у нас, когда 50 на 50 баланс возник. Старость это когда, да, погибает клеток больше, чем восстанавливается. Все. Поэтому в старости человек чего? Обычно усыхает. Ну и он и роста меньше становится. Вот. В чем отличие от перца, который в магазине продается, от кайенского? 333 запятая. Вот. И далее, значит, также раза уже рассказывал, об этом. Честно говоря, уже мозоль на языке. Уже на сайте у себя выложил. Вот магазин. Здесь продается нормальный перец. Туева куча отзывов стоит на этом же самом сайте у меня. На тему этого же перца, где народ сравнивает, да, магазинский вот этот и вот этот кайенский. Ролик уже выпустил. Ну, моб вашу ять, ребята, вам чего? Совсем вот лень вот это вот все хозяйство почитать, изучить. Магазинный это, пыль кирпичная. В сравнении вот с этим вот. Вон Витек пишет. Вчера молол перец в блендере. Да, семья чихала, кашляла, веселый вечер удался. Ну, да. Вот. Дмин такой вот перец у меня выращивает. Ага. Да. Магазинский это просто какой-то острый перец. Сколько там капсаицина, хрен его знает. Мне попадался даже такой, который, смотрю, что-то не то, в пальцах, пачкается как-то странно, Вот. Залил водой горячей, все это дело побулькал. Вода, значит, окрасилась, а перец оказался черным. Черный. Какой-то перец. Но не тот, который мы привыкли, черный. Вот. Запах другой. Понимаете? Вкус тоже куда-то улетучился.
Осталась какая-то хрень зернышками, блин. Вот, какими-то частичками у меня на дне стакана, блин. Это что? Это что, перец, что ли? Хрень какая-то. Понимаете? Вот, в магазин приходишь, пакетик, блин, 50 грамм, 120 рублей. Или 100 грамм, 120 рублей. Это килограмм 1000, блин. Понимаете? Или 2000 рублей. Здесь, блин, полкило стоит, блин, рублей сколько там, 500-600. Ёпрст. Он дешевле этого магазинского, блин, еще получается. Кроме всего прочего, блин. Но он еще и вкусный. Туча народу уже, блин, про это дело написала. Так. Подскажите причину дискинезии кишечника, блин. Вплоть до гельминтоза вариантов достаточно много. Для начала попробуйте все-таки тиосульфат натрия. Вот. На фоне причем голодания. Так, можно ли после каждого приема пищи полоскать полость рта содой для восстановления щелочной среды во рту? Что такое рот у вас? Вот вообще, блин, с точки зрения физиологии, человек это что? Я рассказываю. Человек с точки зрения физиологии это червяк. Вот, которого, блин, сложили так вот, замысловато. И засунули в некую оболочку, блин. Потому что человек это в первую очередь кишечник. Начинается он ротовым отверстием, заканчивается анальным. Среда от зубов до задницы одна и та же. Абсолютно. Но если кислая, щелочная, если вас вот это интересует. Понятно, да? Все. Не может быть так, что рот у вас отдельно, желудочно-кишечный тракт в середине отдельно, все остальное отдельно. Так не бывает. У вас не суповой набор. Хотя, да, блин, у любителей соды такое ощущение, что у них мозг отдельно, причем они регулярно забывают, где он у них лежит, и не берут его с собой. Так, что думаете про биометрию чипирования людей? Ну, говорил уже, рассказывал, электронное рабство будет, да. Вот, если это будет обязательным. Ведут все потихоньку именно к этому. У нас сейчас что, демократия? А? Когда отменяют, значит, уже анонсированный спектакль «Чиполлино», детский коллектив поставил спектакль «Чиполлино». Прошел через конкурс отборочный. Должен был выступать детский коллектив с этим спектаклем. В каком-то там театре, блин. Приехали выступать победители конкурса. Запретили. На всякий случай. Это демократия? Ребят, уже Чиполлино запретили, блин. Это уже не смешно. Моп вашу ять. А вы, блин, все еще у меня про чипирование спрашиваете. За то, что, значит, сказал не то что-то, блин, про наше, значит, сказочное правительство, значит, и совсем сказочного, блин. Все, блин, теперь штраф, а то и посадить могут. Ну, демократия у нас, да? А если, блин, вам еще и чип в башку вставить, не совсем будут знать, что вы будете думать. Совсем ведь красота. Но, что, блин, спрашивать? Не надо уже спрашивать, и так все понятно. Так. Насколько применимо голодание в случае онкологии? Абсолютно и полностью применимо. Абсолютно и полностью оно применимо.
Вопрос второй. Есть ли у вас на это время? Потому что сразу на длительное голодание выйти практически будет нереально. Даже здоровому человеку. А когда онкология, там токсинов, блин, мама дорогая. Вот. Это обычно заканчивается очень быстро. По инициативе человека, просто по причине того, что ему становится очень совсем дурно. У него начинается аутоинтоксикация. Так. Курс чесночно-перцовой настойки 39 дней от 1 до 20 обратно, да. Какой перерыв делать между курсами? Смотря от чего, смотря для чего. Смотря от чего, смотря для чего. Вот. В первую очередь надо кишечник чистить. Кишечник, печень. Печень почистить, и кровь будет чиститься. От трихомонады не чеснок нужен, соответственно, а метронидазольная группа. Но клюкву вы столько не съедите. Так что вот. Так, во фруктах есть сахара. В какое время суток их лучше есть диабетикам, если их при чистке от паразитов? Так, про фрукты при гельминтозе я уже рассказывал много раз. Честное слово. На сайте изложено. Значит, второе, еще раз. С диабетом надо, блин, просто бороться. Надо его взять, победить и на этом успокоиться, собственно. Все. Уже тоже, блин, рассказывал, описывал, но видимо, так как народу лень искать информацию, читать и применять для себя, пока она бесплатная, я ее, видимо, детализирую и сделаю платной. Вот. 1020, блин, поставлю, ну, нормально будет. Я так думаю. Даже если сделаю 20 штук баксов, блин, и тот ценник будет маленький, на мой взгляд. Так. Ребенок жаловался на боли в животе на фоне температуры 37,5. Вызвали скорую с подозрением на аппендицит. Продержали в больнице 4 дня, поставили диагноз дискинезия, выпнули домой. Болевые ощущения сохраняются. УЗИ пульпирования аппендицит не подтвердили. В этом вопросе нет опыта. Значит, еще раз, найдите вменяемых медиков, хоть в платную идите, вот, но найдите вменяемых медиков. Потому что сейчас, блин, ребят, у меня даже матерных слов нет таких, чтобы описать, что местами у нас делается в медицине. Честно. Поэтому методом статистического перебора. Без вариантов. Так, да. Сейчас, секунду, я посмотрю, что у меня с зарядом. 49%. Да красота какая. Работаем. Живем. Так. 49%. Так, а если я вот так вот сделаю? Все равно бликует, да? Да что ж ты, ёкарный бабай. Ну ладно. Да, блин, не видно ни черта. Ищите медиков. Так я вам ничего не скажу. Тем более ребенок. Если еще и тошнота есть, кроме всего прочего, то, скорее всего, это все-таки аппендицит. Если дискинезия, почему не лечат?
Вот. Как минимум должны были поставить клизму, прочистить кишечник, решить этот вопрос, вот, найти причину и так далее. У нас, собственно, понимаете, медицинские услуги для того и существуют, для того, чтобы решать проблемы со здоровьем у людей. Вот. Поэтому, скажем так, врачей надо заставлять делать то, что они делать должны. Разными способами. Вот. Соответственно, адекватными к ситуации. Все. Без вариантов. Без вариантов. Так, у дочки 9 лет. Спустя 3 недели после ангины на УЗИ увидели увеличение лимфоузла в воротах печени. Надо ли что-либо предпринимать? Стандартно. Вода, витамины, фрукты, детоксикация и так далее. Вот. Сладкого не есть, молоком не поить. Так, я парень, гемоглобин 180, всегда был склонен к повышенному, чуть выше нормы, как не сдам анализ. Что можно делать, кроме как пить воды в достаточном количестве? А гемоглобин еще ни о чем не говорит. Ни о чем. Ну, гемоглобин, ну да. Понимаете, это вот этот вот гемоглобин, вот эта вот норма, которую прописали, вот, это просто статистическая норма. А реально на практике бывает, там гемоглобин ниже плинтуса. Человек себя прекрасно чувствует, нафиг ему ничего не надо. А у другого гемоглобин все по верхней границе. Вот, и загибается потихоньку. Гемоглобин это не показатель. Надо смотреть полный анализ крови для начала. Раз и да, как у нас медики говорят, у нас нет здоровых, у нас есть недообследованные. Понятно? Так, условно. Если трихомоноз будет локализован, например, в семенниках, на гемоглобин это никак не скажется. А бесплодие, блин, пожалуйста. Понимаете? Вот такие вот вещи. Так. Как я вас понимаю, насчет медиков, они такие не только в России. Да, это сейчас общая тенденция идет. Они такие сейчас и в Беларуси. Я, блин, думал, хоть там что-то сохранили. Нифига, блин, там точно так же качество упало. Оно тоже выше еще, чем в России, но, блин, тоже падает катастрофически. Оно такое же в Эмиратах. Оно такое же во Франции. Оно такое же в Германии уже. Вот. То есть это люди, которые ко мне обращались, с которыми я поддерживал связь, которые, значит, там проходили через вот эти вот инстанции, да, в том числе там в разных странах, потому что у них там евровиза и там и так далее. И вообще они европейцы сами по себе. Вот. Это все. Медицина у нас деградировала полностью. То есть это не только в России, это общая тенденция. Поэтому и говорю, дело здесь в том, что население сокращают. В том числе через деградацию медицины, через деградацию науки, деградацию самого населения. Все. Вот. Как что-то там в группе, блин, начали бодаться на тему, как Гацела выложил информацию, значит, и началось.
Кто этот профессор? Какой это профессор? Ребят, какая вообще половая разница? Хоть бомж рассказывает. И информация подтверждена, ну, понимаете? Важно не кто говорит, важно что говорит. Вам дали информацию уже. Какая к кошкам, блин, перенаселенность в Китае? Вы что, с ума сошли? Вы лично видели перенаселенность в Китае? Нет там никакой перенаселенности. В принципе, вообще. Там огромные территории пустые. Там гор до хренища. Нет там никакой перенаселенности. В принципе, особенно с их рождением, одна семья, один ребенок. Особенно с тем, значит, как их вырезали во Вторую мировую, значит, японцы. Особенно с тем, как их вырезали, значит, до этого японцы. Особенно с тем, значит, как там англичане прошлись во время опиумных войн. Ребята, о чем вы? Так. Так, тошноты, поноса не было, это и смущало. Еще раз, понимаете, очень сложно делать аборт по телефону. Очень сложно. Я вам так ничего сейчас не скажу. Вот. Так в том-то и дело. Да, нет у них там никакой перенаселенности. Не, у них можно было иметь двоих детей. Там единственное, что, блин, было 10 штук баксов, платишь, получаешь разрешение на второго ребенка. Не вопрос. Все. Еще столько же платишь, получаешь разрешение на третьего ребенка. Не вопрос. Так что тут вообще никаких проблем-то и сложностей нету. Так. Перед консультацией, есть ли какие-то дополнительные требования или советы для улучшения качества ее же анализа и т.д. и т.п. Ну, те анализы, которые есть, можно с собой притащить. Это раз. Второе. Если мне что-то бывает нужным, выясняется в процессе консультации, соответственно, мы консультацию просто-напросто откладываем до получения нужного, там, например, дополнительных исследований, сдачи, получения результатов, каких-то дополнительных анализов. Вот. И мы просто откладываем эту консультацию на следующий срок. Вот. То есть повторно мне платить не надо. Все. Смотрю, а там уже решаем вопрос. Так что здесь все достаточно просто. Вот. Да, похоже, у них все плохо с рождаемостью. У них была проблема с неперенаселенностью. У них была проблема с обеспечением жратвой, вот, и товарами длительного пользования, что называется. У них была проблема именно с промышленностью и так далее. Почему они к себе с такой радостью все вот это вот западное потащили, технологии, заводы там, производство и так далее. Для того, чтобы все это хозяйство перенимать. Ну, были мы в Китае. Вот, ну, посмотрел я на это хозяйство. Врут они, блин, как... вот. Город, блин, небольшой. Спрашиваю, сколько здесь населения? Мне говорят, 600 тысяч человек. Блин, у меня в Ижевске 600 тысяч человек, я представляю, что это такое. Вот. Сколько транспорта, сколько общественного транспорта, сколько людей на улицах, там, утром, вечером, там, и так далее, да. То есть я знаю, что это такое. Я это видел, 600 тысяч это было при советской власти, 600 тысяч сейчас, там плюс-минус. Но, тем не менее. И в Китае мне говорят, 600 тысяч человек. Извините, нет там 600 тысяч человек. В принципе, 100 тысяч в лучшем случае. Все. Ни территория
ни размер города не соответствует вот такому количеству населения, ни загруженность улиц не соответствует такому количеству населения, понимаете? Просто площадь города не соответствует изначально. Вот, то есть, можно, конечно, сжать, там, построить вместо пятиэтажек, там, многоэтажки, да, все это дело плотно укомпоновать, но в этом случае мгновенно возрастает трафик. Появляются дичайшие пробки, заторы и так далее. Там такого не наблюдалось. От слова совсем. Там было все хорошо с этим. Замечательно. Вот. Нет там никакого вот этого вот всего. Так, подскажите, пожалуйста, каким способом можно избавиться от запоров? Пью 3 литра воды на вес 67 килограмм, готовлю дома. Мусорную еду практически не употребляю. Животные жиры присутствуют, запоры есть. Вполне возможно гельминтоз. Вполне возможно. Попробуйте. У меня лежит на сайте такой материальчик, называется «Чтобы полегчало». Вот. Там все рецепты приведены. Что купить в аптеке, как это смешивать. Вот. Результат обычно бывает хороший. Вот. 3 дня баркал. Еще дней 10 чистый тиосульфат. Вот. Все это дело с вечера. С утречка, соответственно, синод. Вот. Через 2 недели вот этого вот вы примерно еще 2 недели будете делать все то же самое что называется, просто добавь воды. И все. Уже побежал. Вот. Попробуйте. Главное, с утра ничего важного не планируйте. Если с вечера начали. Вот. Лучше начинать перед выходными это дело. А то были уже прецеденты. Да. Дама, значит, рецепты спросила, получила, но решила проверить на муже. А у мужа было важное совещание, которое он в результате, получается, просрал. В прямом смысле слова. Вот. Как еще здесь сказать? Вот. Извините меня за мой французский. Я человек простой, вырос в казарме. Так. Как в Китае с экологией? Нормально там все с экологией. Понимаете, вот мы были в 2011 году там. В 2011 году. Ребят, электроскутеры, электровелосипеды, электромотоциклы. Это, пожалуйста, сплошь и рядом используются населением в полный рост. На этом ездят, без всяких проблем. Вот. Все. С экологией вообще замечательно. Никаких смогов, никаких там этих самых не видел. Вот. Транспорта не используют с теми же самыми нормами евро. Например. Вот. Что там у них еще? Еда, да нормально у них еда. Вот. Собственно. Приусадебное хозяйство у них развито в полный рост. Но не приусадебное даже, скажем так. Вот представьте. Улица, да? Дома стоят. В одном из домов на первом этаже находится кафешка. Во дворе, соответственно, этого дома, у этой кафешки есть клочок земли. Ну, так же, как у нас там газон, палисадник, что-то в этом роде, там какая-то лужайка, там цветник у нас. У нас там обычно что? Машины паркуются. У них там что? У них там зелень выращивается для этого кафе. Учитывая, что там, где были мы, там зима как таковая отсутствует, ну, минус 4, если бывает, это, блин, все это экстремальные морозы. Вот. Делайте выводы. Вот. Ну, как бы нормально у них там с этим хозяйством все.
Вот, по большому счету, чего бы, собственно, и нет. Если бензин не этилированный сейчас используется везде, без свинца, то почему нет, собственно. Вот. Так, как поступать с употреблением соли, в каких количествах гипертоникам? Заранее благодарю. Воду надо пить, не будет проблем с солью. Соль-то она же разводится водой. И все. Опять же, дядька у меня был. Вот. Соль он эту себе, он солил так, что, блин, ну, я не знаю, блин. Короче, он все солил. По-моему, даже селедку соленую и ту солил. Вот. Никаких проблем у него с этим давлением не было. Ему было хорошо, замечательно. Вот. Я, например, мясо готовлю, я не солю. Сегодня что я готовил? Сегодня я готовил мясо тушеное с ананасом в кисло-сладком соусе. Перец добавил, соль нет, ни грамма. Блин, при том, что в качестве гарнира шел рис, никто соли не попросил, например. Ну, ребят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот. Так. Чтобы прочитать статьи на вашем сайте, нужно зарегистрироваться? Нет, не обязательно. Значит, большинство статей, 90% материала на сайте является абсолютно доступным, бесплатным для кого угодно. Доступно зарегистрированным пользователям только монорецепты какие-то, дополнительные рецепты. Вот, дополнительные материалы, где описывается, что, как делать. Вот. Например, да. Ну и сложные рецепты за совсем дополнительную плату идут. Ну, грубо говоря, с чем вот сравнить? Вот вы идете, например, да, ресторан. Вот. Вот возле ресторана стоят столики, вы можете подойти и попробовать, да, пробнички, значит, можете попробовать, что там готовят. Это совершенно бесплатно, пожалуйста. Вы можете, значит, зайти туда, на входе, значит, фиксированно денежку, значит, заплатить, получить шведский стол. Вот. Понимаете, да? Соответственно, с собой выносить нельзя, а там сколько съешь. Но, как известно, много обычно не съедается. Вот. Даже на халяву. Для того, чтобы, значит, не шведский стол, а что-то другое за столик, да, вы сели, пожалуйста. Это уже чего? Это за дополнительную плату, то, что вам сготовят, принесут и так далее. Вот. А если вы хотите, чтобы шеф-повар приготовил какое-то блюдо персонально для вас, вот, сложное блюдо, но это, соответственно, там отдельный ценник и так далее. Или там дополнительная плата за то, что это, у вас отдельный кабинет в этом ресторане. Понимаете? Вот, выделен. Здесь примерно та же самая система. Так. Изолированность некоторых групп народов влияет на долгожительство, плюс более нравственный образ жизни. Нет. Нет. Ну, что, вот нравственный образ жизни, блин, это... Понимаете, нравственный это какой? Вот нравственный это от слова нравы. У нас вот здесь, да, на территории России принято ходить одетым. Не демонстрировать, как минимум, первичные половые признаки. Никаким образом. Это считается у нас нравы такие, да. Вот. Приезжаешь куда-нибудь там, племя Мумба-Юмба, вот, и там, извините, из всей одежды улыбка, прическа. Вот. И они так ходят. Им так нормально. Это что? Это нравы такие. Может, у них с нравственностью какие-то проблемы? Нет, это у них нравы такие. Вот. Все, нормальные люди, добрые, честные, вот, и так далее.
Да. Как это вот на что влияет? Да никак оно не влияет. Никак не влияет. Так, из личного опыта, если скушать достаточно много красного перца, он действует как слабительное, по крайней мере, на меня еще как минимум 2 человек. Ну, во-первых, легкий раздражающий кишечник эффект. Раз. Да. Второе, все-таки как противоглистного срабатывает, и если кто-то там все-таки достаточно массово сдох от большого количества перца, это тоже даст свой результат 2. Так что здесь все нормально. Здесь все нормально. А что если возникает обратный эффект? Блин, про обратный эффект я вот ни разу не слышал. Так, знакомы ли вы с трудами Евгения Лебедева? Если да, какого мнения об этих трудах? Не помню, наверное, нет, значит. Может, знаком. А в чем это? А в чем это? Так, вдобавок к вопросу о воде. При употреблении больше 4 литров в день кипяченого чувствуется слабость. Ну, это значит, вы близки к водному отравлению. Вот. Следует ли умерить пить, пить поменьше, но подольше или продолжать и мучиться? Значит, в этом случае попробуйте такую вещь, как воду, которую пьете, в том числе подкислять. Вот. Например, яблочным уксусом, например, клюквой, лучше яблочным уксусом. И подсаливать попеременно. То есть, то значит солененькую себе наводите при этом всем, соответственно, пробуете на вкус, какая вам больше подходит. Замечательнейшим образом подходит для этих целей, например, рассол, только без уксуса, из-под квашеной капусты, например, из-под помидор, например, соленых, огурцов, изумительные вещи. Вот, понятно, да? Все. Значит, вам, да, там не хватает солей или кислот для поддержания уровня электролита, плотности электролита. Так, добрый вечер. Решил набрать вес, организм не сдается. Как быть? Рост 165, вес 70. Зачем набирать вес? Вот. Борец, если только. Вот. Ну, в принципе, мяса много на ужин. Раз. Массу дает. И высококалорийный завтрак. Гренки, хлеб поджаренный на сливочном масле, яичница, много яиц. Скорее всего, получится. Так, были сильные мигрени, частота менялась, потом исчезли, организм выключил датчики боли. Нет, прошла какая-то проблема, вполне возможно, организм какую-то проблему победил. Вот. Так, Лебедев это про лечение, в первую очередь, онкологии, и придерживается паразитарной теории, разными растительными ядами, и не только, очень много растительных препаратов советуют от чаги до алоэ. Еще раз. То есть, ну, да, я понял. Ну, скажем так, немножко я все это дело просматривал, смотрел. Лебедев упускает такой момент. Он упускает момент, что называется, многослойности проблемы. Я уже много раз говорил.
Если все болезни представить в виде пирамиды, то получится, что в качестве фундамента идет гельминтоз, в качестве цоколя идет трихомоноз, на вершине стоит рак, все остальное в промежутке. Понимаете? Все. Без гельминтоза не будет всего остального. Но когда проблема запущена, когда состояние запущено, тогда от трихомоноза и растительные яды не помогут. Понимаете? На трихомонаду действует только одно метронидозол. Все. Клюква содержит метронидозол, но вы не съедите столько клюквы, сколько надо. Ним содержит метронидозольную группу, но вы не съедите нима столько, сколько надо. Все. Понятно? Опять же, вот вам этот метронидозол прям в таблетках в аптеке, блин, легко дозировать. Да. Как вы относитесь к китайской медицине? Ребят, нет больше китайской медицины. Нету больше китайской медицины. Еще раз, на момент 11 года, я был, это город, где мы были, это типа нашего райцентра. Вот. Спрашивал на тему китайской медицины. Круглые глаза даже у китайцев, даже у узкоглазых китайцев. Ну, у нас, говорит, поликлиника. Я говорю, ну, аптека какая-нибудь там традиционная. Какая, говорит, традиционная? Вот у нас аптека, иди, зайди. Я говорю, ну, я там был. Там все то же самое. Написано на латинское название, значит, и продублировано на китайскими иероглифами. Все. Китайского не знал, но, блин, когда спросил этот, мне надо было. Мелатонин. Мне прекрасно дали. Мелатонин. Меня поняли. Она, правда, по-другому его чуть-чуть произносила, китаянка, но тем не менее. Вот. Все, понимаете? Админу там зубы лечили. Стандартным же способом. Нет у них китайской медицины. Все, ни массажи, ни иглоукалываний, ни хрена там нету. Я говорю, может в деревнях? Нет. Вот у нас, говорит, есть и все. Понимаете? Все, что нам здесь рассказывают про китайскую медицину, это маркетинг, ребята, маркетинг. Почему в России, блин, есть китайская медицина, а в Китае нет китайской медицины? Объясните мне. Так. Знакомы ли вы... Да, и опять же, учитывайте такую вещь. У европеоида и монголоида вот эти вот вещи, структура энергетических линий и, как сказать, карта вот этих вот точек энергетических сильно отличается. Так-то. Да. Потому что это все-таки разные расы. Знакомы ли вы с антипаразитарной продукцией от Биозан? Нет, зачем? У меня свое есть. Вот. Так. Возможно, что проблема была психологического плана. Психосоматика имеете в виду? Вполне возможно, да. Вполне возможно. Как вы относитесь к антипаразитарной программе Кораллового клуба? Она категорически недостаточна. Вот. Боль в бедре с двух сторон, это трихомоноз. Блин, ребят, ну что уж вы. Смотри, у меня прыщик вот здесь на заднице. Это что? Ну, блин, давайте уж до таких вопросов мы не будем опускаться. Ага. Вот. Так. Это может быть ревматизм. Для начала. А может быть и, да, психосоматика.
Так, ребятки, давайте будем закругляться. В принципе, хорошо сидим. Вот, очень хорошо сидим. Но, блин, если честно, придымился я сегодня качественно. Вот. Да. Сколько там у нас уже все это хозяйство длится? Николай Геннадьевич, озвучите нам, сколько у нас идет стрим длится. С утра, блин, как завраска. Бегал, докупал, что надо. Вот. Для приема, так сказать, дорогих гостей. И так далее. Вот. Так, 2 часа. Ну, то есть, в принципе, норму выполнил уже фактически. Вот. Спасибо, сегодня очень интересный эфир был. Пожалуйста, но дело в том, что, понимаете, эфир-то ведь определяю не я. Эфир определяете вы своими вопросами. Собственно, я-то на них просто отвечаю. Вот. Таким вот образом. Так, Борщев. Почему учеников не берешь? Извините, это из фильма это я пошутил. Так. Ой. Все, сколько у меня по времени? Ух ты, у меня времени без 8:11. Вот, да, при том, что слышимость у меня вот здесь вот за стенкой чуть хуже, чем как вот здесь вот в комнате. Да. Да. Так что таким вот образом. Все, всем спасибо, что пришли. Вот, спасибо, что задавали вопросы, интересные вопросы. Но, ребят, еще раз, все-таки не забывайте про правила. Если что-то у вас, какие-то вопросы после просмотра видео есть, остались, зайдите на сайт, не поленитесь. Там есть поисковая строка. Очень удобно по ней искать любые материалы. Вот. Задаете ключевые слова, поиск. И, соответственно, смотрите, что, чего, как и так далее. Читаете, изучаете. Вот. Если там написано, что да, ознакомление с полностью только для зарегистрированных, значит для зарегистрированных, да. Вот. Но если бы мне кто-то платил зарплату, например, наше государство, блин, вот, эти материалы были бы, да, бесплатные. Но так как я вынужден, извините, как все остальные сейчас, выживать, я вынужден делать эти вещи платными. Вот. Опять же, это не куча какая-то информации, собранная из интернета. Нет, когда я начинал этим заниматься, интернет был весьма и весьма беден. Вот. Информация из справочников, информация как компиляция из моей головы. Вот. Информация, значит, полученная на основе практического опыта, опять же, на себе, своих родных, близких, друзьях, знакомых и знакомых и так далее. Вот. И только вот такая информация, которую я могу назвать своей собственностью, да, интеллектуальной, только она является платной. Вот. И то много такой информации лежит бесплатно. Вся, например, информация из книг Сергея Петровича Куренкова, она выложена бесплатно. И этого уже совершенно достаточно для того, чтобы вылечиться от чего угодно. Вот. Таким вот образом, ребятки. Так, что там еще? Да. Всем добра. Всем бобра. Значит, и так далее. Вот. В каких продуктах больше всего магния? Знаете, еще раз, вот последний ответ. Магния много везде, но везде он в разной форме идет. И надо смотреть, какая именно форма организму нужна. Магния много в зелени. Раз. Это изначально. Вот здесь магния, зеленый цвет. Второе, значит,
Магния много, например, в какао. Вот. И опять же, это самое какао идет кому-то в виде, в виде да, шоколада, а кому-то в виде именно какао, блин, и смешать со сгущенкой, а кому-то в виде смешать со сливочным маслом. Понимаете, и так далее. И вариантов очень много, в каком виде, что, блин, кому нужно, работает. Все, ребятки, все. Все. Всем пока. Спасибо. До свидания. Так, завершить трансляцию. Да.